Как бы сильно я не хотел, но 2024 год неизбежно подходит к концу. Как ты помнишь еще выпуски итогов 2023 года? И я надеюсь, что ты его уже пересмотрел, ведь к нему я буду частенько возвращаться. Я предполагал, что этот год будет кинематографичный без каких-либо игр, ведь ни анонсов, ни предпосылок на новые игры не было. Я только знал, что выйдет пародия на Fall Guys в виде Sonic Rumble, но мобилки по Сонику для меня все же неполноценные игры по Сонику. Хотя прошлогодний Dream Team заставил немного задуматься об этом. И я был прав. Вышла последняя часть Прайма, аниме Shadow, Sonic Кино 3 и прочие небольшие анимашки по типу Tales, тюбов и флексов в тикитоках. Но при этом я не предполагал, что выйдет несколько игр. Да причем еще каких? Где ремастер стал одной из самых высокооцененной игрой по Сонику, уступая только приключениям. Хотя с этим я бы все-таки поспорил на самом деле. Этот год оказался достаточно хайповым на сониковский контент. А поэтому давай вспомним и обсудим весь официальный контент, что выходил по Сонику в уходящем 2024 году. Perfect. Но при этом я уточню, что в мой обзор не включен Sonic в Кино 3, потому что он выходит в самые последние дни, когда сценарий уже написан, да и мы не успеем трезвой головой оценить его по заслугам. Этот год начался весьма бодро. В первых же днях вышел ожидаемый многими третий, завершающий сезон Соника Prime. Целых 2 года мы наблюдали, как Соник тупил и пытался разгребсти все свои косяки, которые он допустил благодаря своей тупой головенке. То разобьет пародию Мастер Изумруд, то так зациклится на себе любимом, что напрямую жителям новой вселенной будет говорить, что они, тип норм, но ему нужны старые, расколовшиеся друзья. Не беря во внимание то, что восстановив друзей, погибнут миллионы других новых жизней, но на эту проблему авторы забили. Значит, и мы также поступим. Если кратко рассказать, что происходило в этом сезоне, то это мега-драчка длительностью в 3 серии, где Найн каждые 5 минут был на грани поражения. Вот-вот проиграет, а не, он в очередной раз ультует от призмы, которая должна была обесточиться еще пару серий назад. Разработчики уж сильно перебрали в кульминациях, отчего сезон был ими просто перенасыщен. А еще нам столько Санэдоу занесли, что 2 года назад это казалось ужасно. А сейчас уже, тип норм. Причем с выходом ремастера шутки только и были с этим связаны. Санэдоу. Я думаю, мне не стоит рассказывать, что это такое. Не хочу, чтобы мой канал отлетел в бан за распространение 18+ контента. Так что жду через 2 года официальным объявлением, что Sonic Shadow а Эмичка возьмет свой молот и пойдет им бить кое-какие яйца в своей соло-игре. Мстя за то, что мы потеряли. В любом случае, мультсериал под названием Sonic Prime мне понравился. Причем огромный вклад в мою любовь внесла сама трехмерная пластилиновая анимация с растяжением, сжатием и прочие прикольные фишки, которые в других трехмерных Соников никогда не было. Особенно это заметно при сравнении с Бумом. Но сценарий с каждым сезоном становился все хуже и хуже. И в 3-м сезоне его можно пересказать в пару слов. Найн стал злым и захотел всех поработить, но Соник его остановил и восстановил свой мир. Конец. В общем, ради анимации рекомендую посмотреть. Сюжет 50-50 с понижением качества по мере продвижения просмотра. Характеры прикольные, Найн красавчик, Эгман и бумовские наклзы. И открытый финал, в котором простачки увидели намек на дальнейшее продолжение сериала. Хотя сам издатель говорил, что этого не будет. Давай я уже кончу с Праймом и поставим жирную точку, но с приятными воспоминаниями. И перейдем от меда к 4 выпускам Tales Тюба, выходивших в течение всего года. А чтоб ты знал, ранее столько же серий выходило на протяжении 2 лет. Вот это Sonic Team нас порадовало высококачественным контентом.
Ранее эти выпуски были созданы для раскрытия лорных тем Соника, для залетных челов, либо же для переписывания сюжета старых игр. Но про выпуски этого года мне сложно так сказать. Плюс-минус вспоминается выпуск о двух ежей, где опять-таки раскрывается лор сониковских приключений, о котором знает уж точно каждый. Теперь это развлекательные ролики, цель которых не что-то рассказать, а просто записать какой-то ролик этих витуберов, косящих под фурой ежиков. А также прорекламить игру о черном, чтобы накупить уже старый ремастер генерации. Вы чё, не любите говорящих фурей? Вот-вот. Tales как был неинтересным говном, от которого у фанов вечно горело, так им и остался. Причем стал еще хуже. Плохо не назову, просто не стану оценивать, оно того не стоит. Проходит совсем немного времени и выходит на мобилке совершенно новая игра с Соником. Она, конечно же, новая, но не оригинальная. Это пародия на Fall Guys. Причем настолько смешное совпадение случилось, что в день ее выхода на андроиды вышел и Fall Guys на мобилы. Я так тогда орнул, что я рассказываю в данный момент о Sonic Rumbles, я также вспоминаю с улыбкой. Что бы я ни сказал, я даже и не знаю. Аудитория его встретила никак. Где-то недельку они говорили, но вскоре забили и вообще в нее не заходили. Было несколько причин такой встречи. Одна самая главная — это то, что можно было бы в нее сыграть, конечно, но весь прогресс будет откачан на ноль, отчего не было смысла прокачивать Аки, как и вообще по итогу играть. Хоть я сильно недолюбливаю падающих челиков, надо же все же отдать должное, что игрушка получилась неплохой в своем жанре. Даже я умудрился залипнуть на нее в пару часов. Но если бы я бы не планировал выпустить ролик, то я к ней даже бы не прикоснулся. Хотя, если быть честным, то ролик по итогу вообще был отменен, так и не вышел. И если ты заспамишь в комментах, что хочешь его видеть, так и быть, я его выпущу. Его геймплей весьма прост, но он отличается от оригинальной игры. Если в Фоллуче надо добраться первым, либо же остаться последним, то в Rumble побеждает не тот, кто первый добежит, а кто больше соберет колечки. Я особо не знаком с клонами человечков, но если это оригинальная идея, то тогда мега респект. Хотя именно из-за этой фичи я так ни разу и не смог занять топ-1. Я как дурак бежал первым, но все равно был последним. Баланс был немного не настроен, как с Экботом, где выиграть за 30 попыток с друганчиками мы так и не смогли. Но при этом и сюда впихнули наш любимый 2D, но он выглядит нормально, поэтому не душним. Онлайн, естественно, был почти нулевым, ведь она была в тестировании. Совсем скоро она выйдет в Steam в открытом доступе, так что ждем ее, чтобы нормально протестить и оценить. А пока что, ну такое, прикольно, но не затянуло. После такого не очень хорошего релиза вышел достаточно интересный проект Sonic X Shadow Generations Dark Beginnings. Ну и название. Это небольшое аниме о Shadow длительностью в 3 серии. Было сделано ради пиара грядущей игры, а также снова рассказать нам историю со вторых приключений. Но хотя по факту этот мультсериал особо нового нам опять-таки не рассказал. Вместе с ним еще выпустили и комикс, который оказался не каноном, так что сам решай, читать его или нет. А я его выкину в помойку. Однозначно только то, что я хотел посмотреть мини-сериальчик ради действительно красивой картинки, которая многократно качественнее Sonic X. А на сам сюжет и историю мне все же было пофиг. Ничего нового, тупо фан-сервис с посылом. Бу, испугался, не бойся, я друг. Да купите уже ремастер Sonic X Shadow. Ау. Ну еще сходите на фильм, хоть он и забанен в вашей стране. Хотя метод продвижения самого фильма до сих пор меня вводит в замешательство. Тупо ради него вы стали выпускать всевозможный контент с ним. Даже игры. А трейлер все не дропали, да не дропали. Даже когда прошло пару месяцев с того момента, когда должны были его уже залить. Первый трейлер, именно первый. Второй никто особо не ждал, да уже и немного пох на него было. Произвел фурор. Миллионы просмотров за первые пару часов. Обсуждение, предположение, обсасывание всего, что было показано вместе с моделькой черного. Как бы это смешно не было, но для меня как раз самый лучший проект года — это сам трейлер, который оживил весь фандом. Буквально каждый ютубер запилил обзор на него, а некоторые даже 2. Я впервые за весь этот год немного заинтересовался этой франшизой.
хотя это все равно не уровень Убийки. По факту это типичный голливудский трейлер, но его фишка заключалась в том, что сам проект нереально пиарился пароходами, как нечто великое. Очень долгое ожидание трейлера, который вышел вместо июня, за полгода как норм фильмы, в сентябре, отчего мы от долгого воздержания наконец могли выпустить свой пар. А в дополнение этого еще известный факт, что третья часть будет посвящена игровым приключениям, которые играл каждый, причем не только фан ежей, а плюс-минус парни 25 плюс лет, ведь в начале нулевых Соник был имбой, а не то, что сейчас. И в тех временах только лошок не играл. Да и вообще, кто мог упустить эту игру? А тут экранизация ностальжи. Смотреть обязательно. Первое появление модельки Shadow с голосом Киану, еще более каноничный Джим Керри, Full Sonic Team и прочие прикольные приколямбы, которых все так долго ждали. Да и подождем еще, ведь несмотря на то, что фильм уже во всем идет в кинотеатрах, мы, русские, посмотрим его потом, наверное. Но пока ты не начал ныть, как я на Game Awards, когда Аркейн не получил премию лучшей игровой адаптации, мы должны пропихнуть третий фильм на премию 25-го года. Я его еще полгода назад полностью посмотрел с черновыми скульптурами и понял, что вот он, тот самый проект, который даст Сонику премию. Иначе быть просто не должно. Мы должны трубить о нем в своей нише. Если не год, то хотя бы начать с сентября. Ведь кто орет громче, тот и прав. Мы все дружно сможем. 2025 год. Жди нас. И после этого поистине легендарного события наступает другой, о котором я замолчал, ибо для меня это позор года в Сонике, а именно Sonic X Shadow Generations. Тьфу ты, язык опять сломаешь от этих названий, пока попытаешься выговорить фулл название игры. Это ремастер классической генерации, которая уже теперь удалена из всех магазинов, которую пропихнули трехчасовое дополнение Shadow. Причем как ремастер эта игра полное дно, потому что совершенно никаких изменений не было внесено. Реально никаких. Только еще хуже сделали, пытаясь внести изменения в диалоге. Конечно, часть Shadow оказалась прикольной, хотя мне было все-таки скучно играть, как и в обычных Соников. Весь ремастер делался только ради дополнения Shadow. Ладно, если бы его выкатили как дополнение генерации, но нет, он вышел в релиз вместе с псевдо-ремастером за 4000 рублей. В 5 раз дороже базовая. Офигеть. И все-таки я не понимаю, почему его так сильно оценили. Будто весь мир сошел с ума, а я не поспеваю за ним. Если закрыть глаза на саму генерацию и взглянуть только на Shadow, то эта часть была посвящена всем частям игр, в которых фигурировал Черный. Было добавлено парочку мини-боссов, а по завершению прохождения нам придется сразиться с главным злодеем, Black Doom'ом. По завершению прохождения весь прогресс игры откатится до 0. Будто ничего не происходило. Отчего эта финалочка немного подпортила послевкусие, ведь Shadow опять отпустил призрак Марии, а я уже не могу ныть о том, что опять это Мария. Она кругом, когда это по факту второстепенный персонаж, который должен стать дядей Беном Shadow. И не более. Но уже на выходе игры я осознал, что Sega прямо-таки вообще не знает, что делать с Shadow. Кроме как не рассказать о приключениях. Ведь все года на него забивали. Никак не раскрывали. А сейчас ему посвятили целый год ради пиара фильма. И вместо того, чтобы придумать, наконец, новую историю, мы опять томчимся на месте, вспоминая Марию. Но сколько можно, ё-моё, когда будет новая? Ну где же? Просто отчаяния не хватает. И после фурора фильма наступит мегаспад. Sega не сможет удержать новоявленную аудиторию новыми проектами. Ведь это все старье, которое нам пытается толкнуть барыга, выдавая за новинку. Весь 2025 год пройдет под тенью Соника в Кино 3. Никаких крутых проектов не будет. В плане контента для Соника будет голяк. Что я в открытую могу сказать, так это то, что в 20-х числах октября 2025 года выйдет гоночка по Сонику. 2025 год. Гоночка по Сонику. За 5000
тысяч рублей. Назвать это кринжом будет кринж, так что радуемся последним жирным денькам, ведь конец близок. А теперь подведем итоги года Shadow. Год был достаточно продуктивен. Тонна контента, вспомнили о существовании черного. И если отталкиваться от мнения аудитории, ютуберов и моего голосования, то проектом года становится Shadow Generations. Рекламную кампанию Fearless Year of Shadow. ШЗХ 2. Sonic Awesome Saturday. Несомненно, Shadow Generations. Все же могут радовать, когда стараются. Ремастер классической генерации Sonic X Shadow Generations. Поздравим Сегу с этим, хоть ты знаешь, что я наоборот считаю это кринжом года, а лучшим первый трейлер. Для меня было честью делать для тебя ролики, шорты, эксклюзивы, голосования. Твой фидбэк мотивировал меня дальше пилить контентище. Особенно я любил орать на протяжении всего года с мемом на канале Маразмус, а именно создание своей телеграм-группы. Думаю, ты догадался, к чему я веду, но ты в очередной раз ошибся. Я свой ТГК создал еще более полугода назад. Он все это время был в открытом доступе, в него мог зайти любой желающий, я кучу подсказок оставлял о его существовании. И что самое главное, люди реально находили благодаря своей заинтересованности, уму, смекалке, ведь тег ТГ идентичен ютубовскому Вимаразмус, так что ты охренеть сколько контента в нем пропустил. А значит я, Андрей Мараз, официально объявляю об открытии собственного телеграм-канала, в который может попасть каждый мой зритель, если он все еще тупенький не понял как. Первая ссылка на него в описании. Огромная благодарность моим донатерам и бусерам, которые меня финансово поддерживали. Конечно, немного, всего 3000, зато от чистого сердца моих преданных зрителей. Отчего эти денежки многократно становятся дороже и теплее для меня. Спасибо. А именно Веник и Артем, которые составили весь мой основной банк. Надеюсь, в next году меня отроет щедрый шейх и завалит денежками, чтобы я смог уволиться и все время пилить ежиные ролики. А теперь результаты Вимаразмуса за 2024 год. Они просто ебейшие. Вместо 5К вы набрали 25 тысяч. 10 миллионов просмотров, а чего я сам до сих пор в полном афиге. Вы мои топчики. Люблю всех вас. Из-за такого мощного буста я не хочу просить, чтобы мы достигли там каких-то высот, чисел. Это все фигня. Просто смотрите меня, делитесь с друзьями и оставляйте комментарии, на которые я стараюсь ответить, если они, конечно же, не тупые. А с тобой в этом году был Андрей Мараз. И пока я тут не разрыдался от милоты, я еще раз благодарю всех за все. Сделаем 25-й год годом Sonic X Marasmus. Всех с Новым годом, до встречи в новом 2025 году.